Многие из вас знают, что я очень долго жила в Монреале, почти 20 лет. Монреаль – это самый большой город провинции Квебек, единственной франкоязычной провинции Канады. Это, кстати, вопрос на засыпку, потому что даже среди канадцев далеко не все знают, что Квебек имеет только один официальный язык – французский. Двуязычная провинция – это Нью-Брансвик, а в Квебеке один официальный язык. Так вот, еще меньше людей за пределами Квебека знают, что, несмотря на всю свою кажущуюся французскость, больше половины, больше 60% франкоговорящих квебекцев имеют ирландские корни. Они могут проследить историю своей семьи из Ирландии, и они гордятся этим. Как моя бывшая соседка по площадке, которую я всю жизнь считала такой типичной канадской француженкой, как-то раз заявила за разговором, что она ирландка. Она считает себя ирландкой. Ее прадед строил мост Виктория вместе с другими ирландскими иммигрантами, которые приехали сюда на плавучих гробах в годы картофельного голода. И многие квебекцы помнят эту историю. Это часть их национального самосознания. Эта часть истории Ирландии была усыновлена ими, как были усыновлены тысячи ирландских детей-сирот, оставшихся без родителей в новом свете и принятых во французские семьи. Сегодня я расскажу вам об огромной трагедии, которая началась с природного бедствия, но из-за преступной политики правящих кругов превратилась в социальную катастрофу. О том, как бедствие одного народа неожиданно затронуло людей в самых далеких уголках земного шара. И о том, как кармическое воздаяние сработало уже сейчас, прямо на наших глазах, буквально в последние годы. Сегодняшний рассказ о великом картофельном голоде в Ирландии и о карме. Картофель был одним из самых успешных продуктов Колумбового обмена. Он был завезен из Южной Америки в Европу в конце XVI века. Причем, по последним научным данным, картошку привезли в Европу независимо друг от друга испанцы и англичане. То есть она поступила с двух сторон. Моряки, которые ходили в Америку, и их начальники были большими энтузиастами картошки. Но нельзя сказать, чтобы новый плод стал быстро пользоваться популярностью в Старом Свете. Анекдоты, которые вы знаете из истории России, про то, как крестьяне боялись картошки и не знали, какую часть ее употреблять в пищу, травились ее ягодами, на самом деле происходили по всей Европе. Только к XIX веку картофель становится распространенной культурой на всем континенте. За исключением Ирландии. В Ирландии картошку приняли гораздо раньше, чем в других частях Европы. К XIX веку в Ирландии уже был выведен свой сорт картофеля, демонстрировавший исключительную устойчивость к не бог весть какому благоприятному тамошнему климату. Ирландские крестьяне очень быстро оценили все преимущества новой американской культуры. Мало того, что калорийность картофеля в 3 раза превышает калорийность зерна, он также чрезвычайно неприхотлив к почве, он медленно портится при хранении, его очень легко выращивать, и он был исключительно дешев. И в результате этого энтузиазма в Ирландии XIX века картофель становится не просто ведущим, а основным продуктом питания для половины населения. Большинство ирландцев потребляли от 40 до 60 картофелин в день. Они фактически жили на одной картошке. И да, на картофеле можно прожить. Это достаточно питательная культура, богатая многими необходимыми микроэлементами. Там не хватает некоторых витаминов, но если у вас есть молоко и худо-бедно какая-то зелень летом, вы можете жить практически на одной картошке. Это не лучшая диета, но это приемлемая диета. Я знаю, что после последней пандемии мы все стали большими эпидемиологами и вирусологами, поэтому не буду даже вдаваться в подробный рассказ о том, как появляются новые, неожиданно смертельные патогены – бактерии, вирусы и грибки. Они разводятся из прежде существовавших менее опасных штаммов в тех местах, где имеется много потенциальных носителей этой болезни. И Phytophthora infestans, грибок, вызывающий фитофтороз или картофельную гниль,
периодически портил урожай картофеля как в Америке, так и в Европе, не вызывая при этом катастроф мирового масштаба. И поэтому, когда в 1845 году новый, очень энергичный штамм фитофторы HERB1 испортил значительное количество картошки сначала в Америках, а потом и по всей Европе, никто не стал бить в набат, даже в Ирландии. Потому что это был не первый неурожай картошки. Британское правительство списало этот неурожай на сырое прохладное лето и беспокойство голодающего населения на то, что ирландцы слишком эмоциональная нация и вечно делают из мухи слона. То есть государственный ответ к проблеме был: ну ничего, в этом году немножко поголодают, а на следующий отъедятся. Но фитофтора так не работает. Это очень заразная болезнь, которая передается от растения к растению не только через прямой контакт с зараженным растением, но также и по почве, и по воде. Поэтому, когда на следующий год ирландцы высадили картошку, они сажали уже зараженные клубни в весьма вероятно зараженную почву. И поскольку все, абсолютно все, сажали один и тот же сорт, ирландский люмпер, который был очень восприимчив к этому штамму, то болезнь пошла по посадкам, как огонь по тополиному пуху. И в 1846 году, второй год, ирландцы оказываются без основного продукта питания. Это уже было невозможно не замечать. Ирландия в те годы управлялась фактически как колония Великобритании. Ирландцы считались людьми второго сорта, в прямом смысле этого слова. Вот чудесная картинка, наглядно разъясняющая англичанам того времени, как ирландцы являются переходным звеном от человека к дикарю. Это анатомически. Но помимо вот этого расизма, ирландцы подвергались религиозной дискриминации. Ирландцы в большинстве своем католики, и католицизм считался тогда чем-то на вроде злобного шаманизма на Британских островах. И по британским законам до 1829 года католики вообще не имели права ни владеть землей, ни занимать выборные должности, ни участвовать в выборах. К 40-м годам большинство этих законов уже было отменено, но тем не менее большинство представителей Ирландии в британском парламенте были англичанами. В 40-х годах, о которых идет речь, большая часть земель в Ирландии принадлежала английским землевладельцам, которые даже не жили в своих ирландских поместьях. И в рассказе про возникновение вуду я уже подробно объяснила, к чему приводит такая практика, когда хозяева не живут в своих поместьях и не управляют ими сами. К какому хищническому ведению хозяйства это приводит? Так вот, большинство ирландцев, работавших на земле, не владели своими участками. Они их арендовали у английских лордов и платили им за это ренту. Они выращивали овес, ячмень, продавали его и так зарабатывали деньги на уплату аренды, а сами жили на одной картошке. А значительная часть вообще работала на чужой земле в обмен на маленький участок, где они выращивали картошку себе на еду. Нормальным считалось, что между маем, когда картошка в погребах заканчивалась, и октябрем, когда собирали новый урожай, половина ирландцев затягивала пояса и терпела и жила на лебеде. Но в 1846 году осень не принесла облегчения, потому что очередной урожай картофеля погиб. И когда ирландцы начали уже серьезно голодать и есть водоросли, которые они раньше использовали как удобрение для своей картошки, их представители в британском парламенте обратились к королеве Виктории, чтобы она приняла какие-нибудь меры по спасению населения, потому что люди начали уже умирать не сотнями, а тысячами. Тогдашний премьер-министр Роберт Пил понял, что чтобы прокормить такую массу народу, Великобритании придется ввести дополнительное очень большое количество зерна из Америки. Но в стране существовали протекционистские законы, запрещавшие это делать. Это должно было защитить отечественного производителя от дешевого экспорта. И его инициатива была принята в штыки этими самыми отечественными производителями зерновых,
которые считали голод отличным поводом нажиться на соотечественниках. И на следующих выборах Пил проигрывает, и власть переходит к Вигам. И новое правительство назначает разбираться с Ирландией и ее проблемами Чарльза Тревельяна, одного из самых выдающихся душегубов в истории человечества. Тревельян был приверженцем очень модной в те годы экономической концепции laissez-faire, то есть невмешательство государства в экономику. Фактически он считал, что капитализм рулит, и что бедняки полностью виноваты в своей бедности, что ирландцы просто разленились на своей картошке, которую очень легко выращивать, закопал ее в землю и все. И поэтому правительству нужно просто перестать им помогать для их же блага, чтобы они взбодрились и взялись за ум. И свободный рынок сам себя сбалансирует и приведет ко всеобщему благоденствию. Это раз. А во-вторых, Тревельян всерьез считал, что голод – это наказание Божье нечестивым католикам за их грехи. И пытаться улучшить их положение означает противиться воле Господа. На полном серьезе. То есть логика была такая: Господь добр, и если Он послал такое бедствие на народ, значит, этот народ того заслужил. И в результате голод, вызванный страшным неурожаем основной пищевой культуры, начал развиваться в условиях свободного капитализма безо всякого контроля государства. Хозяева крупных поместий воспользовались этой ситуацией, чтобы начать массово изгонять арендаторов, которые были не способны платить за аренду участков. И лендлорды пускали эти земли на выращивание зерновых и скота, которые они потом экспортировали в Великобританию. И в годы, когда ирландцы умирали от голода, Ирландия повысила экспорт сельскохозяйственной продукции. Умирающая от голода Ирландия вывозит в Великобританию масло, мясо, рыбу, бобы, горох. А фитофтороз не отпускал. И к 1947 году ситуация становится просто катастрофической. Путешественники оставили записки, описывающие ужасную гнилостную вонь, стоявшую над полями Ирландии, в которых гнил картофель. Государство организовывало работы для обездоленных, чтобы они получали зарплату, они строили дороги в никуда и получали за это гроши, на которые им нечего было покупать, потому что цены на еду, на любую еду, подскочили в 3 раза. Обессиленные голодом, рыбаки не могли выходить в море, и они продавали лодки и снасти, чтобы купить еду на последнее. Работные дома, принимавшие бывших фермеров и их семьи, были переполнены, и они становятся клоаками заразных болезней. Правительство, в конце концов, закрывает общественные работы и открывает суповые кухни, которые кормят 3 миллиона человек в день. Они могли предоставить им только по маленькой миске жидкого супа на рисе или кукурузе, которого было абсолютно недостаточно для выживания. Люди медленно умирали от голода, а правительство Великобритании считает, что это неплохой способ урегулировать численность населения на аграрном острове и поставить его на рельсы цивилизации. Христианское сообщество друзей, квакеры, активно бросаются на помощь. Они создают пищевые фонды, и они собирают денежные пожертвования со всего света. Разворачивается беспрецедентная стихийная кампания по сбору средств в пользу голодающей Ирландии. Папа Римский в специальном обращении к католикам всего мира призывает их помочь голодающим братьям по вере. Калькутта пришлет около 14 тысяч фунтов. Это ирландские военные, служившие в Индии, придут на помощь своим соотечественникам. Русский царь Александр II, султан Оттоманской империи, пожертвует от своего имени значительные суммы. Всего за годы голода будет собрано около 1,5 миллиона фунтов стерлингов частных пожертвований. Но этого было уже абсолютно недостаточно. На голодающее население набросились эпидемии. Люди умирали от заразных болезней, которые в нормальной ситуации не были бы смертельными, но у них не было сил бороться с инфекциями. И у них не было денег на похороны.
И трупы лежали в домах по несколько дней, потому что некому и не на что было их хоронить. 1947 год будет называть черным годом для Ирландии. И ирландцы начинают бежать с острова, куда глаза глядят. В Англию, в США, в Канаду, в Австралию. Между 1846 и 1851 годами в Северную Америку отправится около 1 миллиона ирландских эмигрантов. Дорога в Америку могла занимать от 40 дней до 3 месяцев, как повезет с погодой капитана. Все это время иммигранты находились в условиях, которые в лучшем случае едва-едва удовлетворяли требованиям закона, но часто не удовлетворяли вовсе. Суда были перегружены, люди теснились в ужасной антисанитарии, и эпидемии на борту вспыхивали вот так и уносили жизни до половины пассажиров. Умерших выбрасывали за борт, за кораблями следовали стаи акул, и в таком виде эти плавучие гробы, как их называли, прибывали в Америку. США очень быстро начали поднимать цену на проезд на кораблях, отгораживаясь таким образом от притока ирландской бедноты. Но Канада не могла этого сделать, потому что она в тот момент была частью Британской империи. И после того, как эмигранты привезли из Европы холеру, канадское правительство постановило, что все прибывшие суда, до того, как их пропустят вверх по реке Сен-Лоран к Квебеку, Монреалю и Торонто, должны пройти медицинское свидетельствование на специально отведенном большом острове в дельте реки, на острове Гросс. И если на корабле был хоть один человек с лихорадкой, корабль должен был вывесить синий флаг, после чего больные забирались на остров в больницу, а все остальные оставались на 15-дневном карантине на другой стороне острова, теоретически. Практически же единичные случаи болезней просто скрывали как могли, при необходимости просто выбрасывая больных за борт на подходе, потому что после 3-6 недель в море в вонючем трюме никому не хотелось еще потом сидеть в карантине. Но в любом случае, когда 17 мая 1947 года Сирия пришла в остров Гросс, на борту у нее было 430 людей с корабельной лихорадкой, и скрыть этого было невозможно. А на следующую неделю пришло подряд еще 17 судов, и они продолжали прибывать. И к концу мая 1947-го 40 кораблей вытянулось в 3-километровую очередь вдоль реки. Остров Гросс не мог в такой скоростью принимать суда. У них уже давным-давно физически кончилось место для размещения как больных, так и условно здоровых. Корабли теряли по 3/4 пассажиров от болезней. Ни лечить, ни хоронить их было некому. Те, кто были еще на ногах, рвались из этого ада всеми правдами и неправдами. Врачи, обессиленные в полном цейтноте, спешили хоть как-нибудь освидетельствовать приезжих и вытолкать их дальше по реке, предполагая, что через 3 дня четверть этих здоровых будет в горячке. И так началась тифозная эпидемия 1947-1948 годов в Канаде. В Монреале для приезжающих был организован тифозный карантин. Это был полузаболоченный мыс на юге города-острова, куда железная дорога и заводы сбрасывали свои отходы, фактически такая гигантская свалка у реки. Там поставили тифозные бараки, 50-метровые халупы с деревянными нарами, где монахини из ордена серых сестер ухаживали за больными. 40 монахинь, из которых 30 заразится и 7 умрут, были основным медицинским персоналом. Переболев, они возвращались в строй. Больше ухаживать за больными было некому. Мыс был обнесен забором, и его охраняли солдаты. Люди рвались через этот забор в обе стороны. Приезжие наружу, в город, спастись от тифа, а психующие горожане внутрь, чтобы сжечь бараки вместе с больными и решить эту проблему в корне. Мэр Монреаля Джон Миллс, подавив бунт, сам начал помогать монахиням ухаживать за больными. Он проработает там все лето, тоже заразится и умрет. Архиепископ Монреаля призвал всех католиков помочь братьям по вере. Люди съезжались в город со всей Верхней Канады и усыновляли ирландских сирот. От 3 до 6 тысяч человек умерло там на мысу и было захоронено в общих могилах. Но выжило достаточно, чтобы обеспечить город дополнительной рабочей силой, людьми, которые построят первый мост через реку Сен-Лоран, который свяжет остров Монреаль с берегом.
Этот мост строили через 10 лет после описываемых событий, и рабочие обнаружили массовое захоронение погибших от тифа. Большинство этих рабочих были ирландцами. Они подняли со дна реки гигантский валун и поставили на место бывшего кладбища. Официально он называется Irish Commemorative Stone, но обычно его зовут Black Rock. В 1960-м было решено расширить и распрямить подъезд к мосту Виктория. И мэрия Монреаля вежливо спросила ирландскую общественность, как они смотрят на то, чтобы перенести Black Rock в другое, более удобное место, потому что по этому месту нужно провести автостраду. Ирландская общественность ответила, что Black Rock это не просто памятник, который можно поставить где угодно. Он стоит буквально на костях людей, которые построили этот мост и эту дорогу. Поэтому камень будет стоять там, где стоял до скончания времен, а шоссе может идти где ему угодно. И он там стоит по сей день, и автострада, идущая к мосту, обтекает его с двух сторон. И потомки тех рабочих не забывают приносить туда цветы. И они называют себя ирландцами, даже те, кто едва говорит по-английски. Так вот, о карме. Вместе со всем миром в 1847 году о великом картофельном голоде в Ирландии узнали индейцы Среднего Запада. Трудно поверить, но индейцы, которые живого ирландца, наверное, никогда в жизни не видели, с редким участием откликнулись на известие об этой беде. За 15 лет до этого они прошли через похожие испытания. Они были насильственно переселены с востока страны в резервации Запада, на бесплодные равнины. И они слишком хорошо помнили свои недавние страдания. И они не могли позволить другим также умирать с голоду, как они умирали на дороге слез. И индейцы, сами едва оправившиеся после своих бедствий, начали собирать деньги, буквально по центу. И набранные $170 они отправили в помощь голодающим за океан. Потом прошло 173 года. В апреле 2020-го резервации Навахо и Хопи были серьезно затронуты эпидемией ковида. У них в пересчете на душу населения было больше заболевших и смертей, чем в штате Нью-Йорк, то есть больше, чем в 48 других штатах. При этом сказывался серьезный недостаток медицинской помощи. В резервациях сейчас живет много стариков, людей с хроническими болезнями, людей, которые потеряли работу. Они не могли просто отсидеться в карантине. И многие оказались в отчаянном положении. И была начата кампания по сбору пожертвований через интернет. Так вот, вскоре организаторы заметили закономерность. Они периодически получали денежные переводы от людей с ирландскими фамилиями и с приписками «Мы не забыли вашу доброту. Рады возможности вернуть вам долг от лица Ирландии» или «В ответ на вашу заботу в годы Великого голода». Индейская молодежь, которая занималась этим сайтом, даже не сразу поняла, что происходит. Но кто-то написал об этом в Твиттер, и это сообщение прочли лидеры ирландского землячества в США и рассказали уже всем о том, что какие-то ирландцы возвращают индейцам долг благодарности 170-летней давности. И знаете ли, Ирландия подключилась. 43 тысячи человек пожертвовали суммы от $1 до 5000. И спустя 1,5 месяца сбор достиг 3 миллионов, на которые индейцы закупили продовольствие и воду для нуждающихся, потому что на юго-западе до сих пор местами проблема с питьевой водой. То есть 170 лет и полземного шара оказались не расстояние. Потому что именно так работает карма. Не через сверхъестественные природные силы, а через память благодарных людей. Это был рассказ о великом картофельном голоде в Ирландии и о карме. На сегодня у меня все. Спасибо вам за внимание. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал, если вам понравилось это видео. Всего вам доброго. До свидания.